Гарри Поттер. Алды на моем канале наверняка заметили, что я очень люблю Гарри Поттера. И для этого есть одна очень простая причина. Я познакомился с Поттерианой еще полнейшим, необразованным, мелким звездюком. Причем в то самое время, когда франшиза только набирала свои обороты, и был, так сказать, я ненавижу это слово, хайп. Это был 2003 год. Мои увлечения ограничились комиксами Марвел и Микки Маус и тасканием конфет из бабушкиного серванта. Ну чё, кто опять спёрся шипучки ромашки? Малолетний дебил. И вот в один спокойный солнечный денек начала нового столетия, когда на 100 рублей ты мог стать настоящим богом всея улицы, и я, как истинный гений 80-го левела, ковырялся в песке палкой, чтобы узнать, сделают ли мне муравьи летальный укус за жопу. Но вдруг я слышу радостный зов своей мамы. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Послав муравьев в далекое-далекое, я побежал со всех ног и увидел улыбающуюся маму, у которой в руке была кассета, и на ней написано «Гарри Поттер и тайная комната». Да, первую часть я посмотрел только спустя пару месяцев, так как в магазине философского камня не было. Обняв и чмокнув свою маму, я помчался со всех ног к своему старому пузатому телеку, вставил кассету в видеомагнитофон и... С этого момента для меня открылся целый... Книги, первые 4 части чистейшее золото, и слава богу, франшиза закончилась на 7-й. Фильмы, каждый из которых я пересматривал захлеб по 10 раз. Игрушки, наклейки и прочий мерч, ну и конечно же, игры. Ох, вы не представляете, сколько раз я перепроходил оригинальные первые 3 части на ПК от No Wonder. А ну, если серьезно, то каждую по 10-15 раз. Но не суть, 4-ю часть я... всей душой ненавижу! 5-я и 6-я, в принципе, довольно неплохие. В первое прохождение удивили детальным огромным Хогвартсом, хотя, если честно, то 6-я часть выглядит как попытка исправиться за косяки Ордена Феникса. Ну и нет, знаете, ну нахрен, мне про эти игры нечего сказать, кроме «Бобро поржаловать в польский шутер, сынок!» Про версии на PlayStation 2, возможно, мы поговорим когда-нибудь, если, конечно, этот аудиовизуальный выкидыш вам понравится, и я продолжу ссылать свой нос, а может и не только нос, в эту франшизу. Но вот на философском камне для первой PlayStation я сегодня остановлюсь поподробнее. Игра вышла в ноябре 2001 года из-под длани программистской студии Argonaut Games, которые в 90-х и начале нулевых ласкали наши геймерские глазки настоящей годнотой. 2 части шикарнейшего платформера Крок, игры по лицензии Disney, похождения Императора и Аладдин Месть Назиры, атмосферный и даже немного криповый шутер Alien Resurrection, игры по биониковым, ну и не стоит забывать о том, что именно аргонавты в коллаборации с Nintendo положили старт такой культовой серии игр, как Star Fox. Ну ладно, давайте отойдем от сухих фактов с Википедии, которые, возможно, даже не верны, не надо, не трогайте меня за это. И приступим к самой игре. Открывается нам философский камень логотипом студии, что нельзя сейчас называть в приличном обществе. И нашему взору открывается чертовски атмосферное меню под прекраснейшую оркестровую музыку Джереми Соула. И да, не буду с этим затягивать и скажу сразу. Музыка в первых 3 играх Гарри Поттера просто Нет ни одной композиции не к месту. В каждой локации музыка подходила там тютелька в тютельку. Перед написанием сценария даже переслушал полный ОСТ 3 игр. И черт подери, мои уши испытали истинный саундоргазм. Сюжет начинается с эдакой книги сказок, которая нам вкратце рассказывает начало пути нашего шраморожденного. Что самое смешное, игра вышла в один год с фильмом «Шрек», довольно забавное сходство. Но русским геймерам вместо сказочного голоса Гэри Фейерхола пришлось довольствоваться вот этим не менее культовым голосом. Нет? Что ж, раз ты уверен, тогда будь Гриффиндор! И да, сразу предупрежу, я иногда буду использовать футажи с разным переводом с разных версий, ведь в каждой есть свои уникальнейшие рофлы. Гарри Поттер, мальчик, который живет. Пациент скорее мертв, чем жив. И после вступления вот мы в лучшем учебном заведении всея фэнтези, ну, после Тибидокса из Тани Гроттера. Прости. Нет, серьезно, прочитайте Таню Гроттер. Это пушка. У них местный квиддич происходит верхом на контрабасах, аналог Волан-де-Морта. Внимание, внимание. Колдунья Чума Дель Торт.
Сразу с порога нас встречает местный великовозрастный декан определенной ориентации по имени Альбинос Дамблядович, что делится с нами очень полезной информацией, чтобы протянуть в этой шараге хотя бы один день. Это напомнило мне коридор на 3-м этаже, границы для всех, кто не хочет кончить с собой самой ужасной смертью. Это программа «Сдохни или умри». Ей, отправляемся навстречу приключениям и встречаем двух весьма харизматичных молодых человека. Буржуйского Фредерика и такого родного и православного Георгия. После душевной беседы с рыжиками мы узнаем, что по Хогвартсу раскиданы 4 портрета, за которыми спрятан очень секретный шмот. Но, чтобы пройти за эти портреты, нам нужны пароли, а их можно купить только у рыжих конопатых за бобы Берти Ботс, местную валюту. Раскиданы они по всему замку и существуют в 4 разновидностях. За 7, точнее за 4 печатями мы находим, во-первых, модную, но абсолютно бесполезную метлу Nimbus 2077. Проснись нахер, Гарик. Ты бредишь от белочки. Никакой ты не волшебник. А еще ты насрал в кровать. Во-вторых, квиддич перчатки Суприм от летальных звездюлей. В-третьих, +2 к урону от нашей волшебной палочки. Ну и в-четвертых, карточку с Дамблядовичем, и да, карточки, главные коллектаблсы в первых 3 играх. Всего их в данной игре 17. И если вы собрали все карточки, то в финальной заставке мы получим от мелкого конопатого карточку с самим собой. Все эти вещи абсолютно не обязательны и по факту нужны только для 100% прохождения, чтобы потешить ваше платиновое самолюбие. Ах, какой я хороший, теперь буду в резюме для устройства на работу указывать, что прошел Гарика на 100%. Стоп, я же на ютубе работаю. Эй, а вот и наш лучший полигональный дружище Рон Проныра. Веснушка делится с нами инфой, что какой-то сын Гаргульи похитил нашу сову. И кто бы это мог быть? Ну, конечно же, его белобрысое величество Драко Малфой. И нет, я не буду коверкать имя нашего уважаемого героя фанфиков, ведь кто из нас не любит настоящую романтику? На фигбуке с тегом PvP 18+/ Гарри Поттер. Вечно только любовь. Выслушав дразнилки в стиле «Я Драко Малфой, Поттер, я украл твою сову, Поттер», мы отправляемся на обучение от Рона. Смотри, Гарри, ты можешь прыгать, ты можешь бегать, ты можешь пердеть дымом из палочки, ты можешь карабкаться, да ты все можешь, кроме того, что пригласить родителей на выпускной. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Однако лисичка почему-то дает заднюю и не хочет идти с нами дальше. А наше обучение продолжает местное привидение совсем безголовый Никельбэк. Потому что нужно быть совсем тупицей, чтобы рекомендовать 11-летней сопле прыгать по высоченным выступам и сражаться с ядовитыми улитками размером с человека. Но во всем есть свои плюсы, мы научились самому главному. Кастовать флипендо! И врагам под сраку дать, и дерьмо в игре толкать. В хозяйстве полезнее, чем швейцарский нож. Оу, Невил, как же жизнь тебя потрепала, ну или очень прямые руки художников. Отбиваемся от взбесившихся летающих копий 14 частей Тани Гроттер, как тебе такое, Роулинг? И освобождаем нашу мемную сову, чья культовая фраза, к сожалению, на самом деле в игре не появляется, и это просто фотошоп. Кругом грязь, обман, ложь, и в этом говне мы с вами живем 1000 лет. И в благодарность за спасение Хедвига приносит нам жвачку, на которой мы должны летать. В принципе... Новая Хуба-Буба, надувная лента! It's all coming together. А обучать полеты на сверхзвуковой жвачке нас будет мадам... Мамзель Футанари заставляет нас летать через магические кольца, и черт подери, это та еще пытка, ведь управление метлой еще более деревянное, чем наше устройство передвижения, особенно если вы играете на крестовине. Ладно, покидаем попыточную, и Рон нас знакомит с новым персонажем. Привет, Гарри. Ты еще не встречался с Хермоэн? Хермоэн. Ну, все еще лучше, чем большая часть имен из перевода Спивак, ведь так, профессор Самогонни? О май, первый урок колдовства, на который нам нужно добраться, прыгая по летающим стульям на время. А, значит, в этой школе оправдание со сломанной ногой, рукой, гениталиями, шеей и прочими костями сразу же не прокатит.
Но хули нам, славянским волшебникам. А преподает защиту от темных искусств весьма прогрессивный профессор Флитвик. О боже, хорошо, прекрасно. О боже, хорошо, хорошо. О боже. Все уроки по получению новых заклятий проходят по одному принципу. Пожмякай кнопочки в правильном порядке и покажи, на что способен. И по факту урок проходит всего лишь за 5 минут. На уроке профессора Флитвика мы научимся... Нет, я не буду про это шутить. Нет, идите нафиг. Спустя 1 минуту 37 секунд. It's Leviosa. Получаем заслуженное очко Гриффиндора и идем прогуливаться по замку. Заодно заходим к местному торговцу нямками, у которого в магазине как в типичном ларьке. Все гремит, пердит, летает, а торгаш ничего не знает. Хотя, если честно, я себе фэнтезийного торговца представлял совсем по-другому. Посмотри на мой товар! Есть печенье, есть отвар, но в глазах я вижу грусть. Беда случилась. Ну и пусть, мальчик, ну-ка улыбнись. Ждет тебя большой сюрприз. Закрой глаза и повернись-ка. Ждет тебя моя пипись! И вот мы такие счастливые, хотим выйти из замка, как у входа возник снова фигбухный белобрысик, излучающий настолько гондонскую ауру, что даже дверь прописывает сраку под сраку. Есть пробитие. Ну и что же после этого делает наш слизеринский гений? Ну, конечно, бросается китайскими петардами. Ну что же еще? Даже призывает своих верных подсосов, которые вообще не мешают Гаррику отметелить срака без каких-либо проблем. После поражения Малфой подзывает своих ребят словно истинный сутенер и ретируется с поля боя. А очкарик наконец-то выходит на свежий воздух проветрить булки, и первое, что он наблюдает, так это всратое, отутюженное, но такое родное сердечку хлебава Хагрида. Великан предлагает нам зайти на чаек после уроков и кое-что показать. Но быстро уходит, увидев покерфейс мальчишки. Вообще похую. Ну а нас ждет урок травологии. Да, урок уроком, а паркур по расписанию. Блин, может все эти побегушки с прыжками — это такая замена полноценных уроков физкультуры? Бюджета, что ли, не хватило? В принципе, логично. На уроке профессора Спаржеллы мы изучаем огненное заклинание Инсендио. Блин, мечта любого огородника. Сорняки? Инсендио! Сжечь кучу всякого говна? Инсендио! Колорадский жук? Инсендио! Собрать огурцы? А стоп! Ты что, совсем идиот? Палочку обратно в штаны засунь и руками собирай, иначе не получишь. Силу земли. Снова пожмякав кнопки и уничтожив бедную прыгающую луковку ради удовольствия безумной рыжей огородницы, мы покидаем урок юного садовода и идем на рандеву с незнакомцем. По дороге получаем квест от паренька Реймонда, что уронил свою киску в колодец. И нет, это просто котенок, а не то, о чем вы подумали. Между прочим, это культурный образовательный канал с... Блин, зашибись, лимонадик. Так о чем это я? А, похуй! И после глотка настойки «Вкус жизни» встречаем нашего рыжика, который говорит... I used to have a puffs game, but Fred and George used it for bludger practice. Ты наркоман, что ли, сука? Господи, с кем я дружу? О, Хагрид, ты мой Хагрид. Ну давай, выкладывай, зачем ты меня сюда позвал? Оказывается, наш Хагрид решил стать матерью драконов, но чтобы ящер скосплеил Лунтика в первой серии, ему нужна некая огненная фасоль. И находится она в дальних угодьях замка. И как вы думаете, что нам нужно для этого сделать? Пережить битву с каменным Кузьмой, загнать жопу паукинов в ямы, чтобы создать воздушный поток и подлететь как на пердеже, поколупаться с рычагами и попрыгать через сраную лаву посреди школьных угодий! Что за ужас тут творится? Ой, вот борода, вот твоя клятая фасоль, где мои деньги, стоило оно того. Ути-пути, какая кучечка полигонов. Кто у нас такой графонистый через 10 лет станет жертвой Давакина? Ути-тю-тю-тюти. И только мы отошли, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, как... Гарри, это я, Невилл. Малфой украл мою девственность... То есть украл мою напоминалку. Эх, как же вы мне все дороги. Ну, с Драко, я пришел пожрать шоколадных лягушек и сделать тебе летальный фистинг метлой за 300 бобов. И как видишь, лягушек я уже доел. Белобрысика отметелили, пафосно забрали напоминалку и со спокойной душой отдаем ее Неви. Мистер Поттер, я, конечно, не одобряю юношеский нелегальный фистинг за пределами Джима,
Но делайте вы это с душой. Так что марш играть за нашу сборную в квиддич. Матч уже через 10 минут. Мадемуазель, я 11-летний гном с синдромом Гордона Фримена, возможно, даже глухой. Я впервые в жизни сегодня сел за метлу, и вы хотите, чтобы я играл в сборной вашей летательной залупы без тренировок и объяснения правил? Все верно? Да вы что, здесь все массово ебану? Ладно, идем на квиддич. И должен признать, для первой поечки, вау, все выглядит очень даже неплохо. Масштабное поле, игроки на фоне летают, играют, квофл отбивают, а мы, пролетая через обручи, пытаемся поймать... Я беду. Кого? Наконец, поборовшись на равных с деревянным управлением, мы добираемся до проныры. Давай! Yes! Что это такое? Альфа-версия Роблокса? Выходим с поля для квиддича и встречаем его, Северуса, мать его, Снейпа. Мистер Поттер неплохо играет для новичка. И я злодею зле... Блин, кто подсунул мне перевод Спивак в сценарий? Стоп, я ж тут один. Господи, от этой игры уже шизею. Ты вынес библиотечную книгу из библиотеки? Да как ты... Впрочем, пофиг. Мне плевать, я просто ее конфискую и пойду искать свой ленивый мозг. Окей, чувак. Стоп, что? После сеанса слизеринского кибербуллинга нам приходит записочка от Фредерика и Георгия. Волан-де-Морт? Не-не-не, на самом деле там просто находится карта с местоположением того самого ленивого мозга. И вот мы вместе с Роном идем его найти. О, господи, что это за чернобыльский тещин язык с ручи смеющимися шипами? Лови инсендио, мазафака! Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Фух, забравшись в самую жопу мира, мы находим пенек, на котором вместо заветного косаря находится тот самый ленивый мозг. И возвращаемся в замок, чтобы спуститься в подземелье к Снейпу. И там я испытал самое сильнейшее разочарование в этой игре, потому что... А это самое потому что... Вы узнаете во второй части всего визуального шедевра обратной эволюции. Фух, не думал, что у меня хватит сил заняться этим видосом. Откладывал работу над ним уже как год и все-таки решился опустить свои грязные ручонки на эту игру. Ну а если вы хотите больше подобных изысканных лекций о играх детства и не только, то ловите байт за ваши сладкие булочки. Только под этим видео появляется 1000 лайкосов, и я сразу без промедления сажусь пилить новую часть специально для вас, мои сахарные игроманы. Так что подпишись, лайк поставь и колокольчик подергай, а то у ютуба перманентные беды с мозгой. И увидимся в новых роликах. Goodbye. Хорошо.